Приветствую вас, мои дорогие! Сегодня я хочу показать вам немножко просто о листьях, чем я их покрываю, чтобы они вот такой вот приятный блеск приобрели. Что я использовала для окраски, тонировки. Вот такие листики мы можем сегодня с вами сделать. Наши листья просохли, и можно заняться тонировкой. Часть листьев я делала именно с помощью вот этого вот ванера. Использую Пан Пастель зеленую, темно-зеленую такую. Обратите внимание, что когда занимаемся тонировкой, не нужно прямо пролазить, попадать во все прожилки. Оставьте их, просто пройдитесь по поверхности, тогда будет более реалистичный, хороший вид. Прожилки останутся более светлыми. Надеюсь, в общем-то, все понятно. Я повторяюсь снова и снова, извиняюсь, что камера опять немножко сдвинулась, и я это увидела только потом, к сожалению. Если вам показалось, что вы как-то неправильно потонировали, можно влажной салфеткой все убрать. И снова поверху опять потонировать так, как вам именно хочется. Влажная салфетка прекрасно справляется с этим заданием. Но она должна быть немножко влажная. Понятно. Оставляем центральную вот эту вот прожилку не закрашенной. Красим, тонируем именно по краям то, что на поверхности. Вот эти выпуклые все части листа мы тонируем, а все, что в углублениях, оставляем более светлым. Я пробовала разные варианты и пробовала разными оттенками, и мне именно понравилось именно вот только вот с этим цветом понравилось. Даже и не стоит прямо слишком много их туда на лист. Ну, тут опять же, кому как нравится. Именно заднюю часть листика можно окрасить, конечно, тонировать более светло-зеленый. Можно даже тоже использовать какой-то тон от Пан Пастель. Можно использовать просто масляную краску. Тут уже кому как нравится. Ну, в общем-то, вот таким вот образом. Чуть дальше я покажу результат со светлой тонировкой. Также можно листья, конечно, тонировать масляной краской. Масляная краска, в общем-то, это классический вариант. Это, конечно, самый лучший вариант. Я уже вот сюда вот немножко краски взяла. Вот. Теперь возьмем влажную салфетку, бывшую. Она уже у меня, видите, высохла. Она уже не влажная. Но мне нравится, как она в себя краску берет и как она распределяет. Поэтому я ее использую. Так. Теперь берем сухой лист. И такими вот движениями, стараясь, чтобы по поверхности у нас только было. Только краска попала именно на поверхности. Да. Таким образом, не попадая в прожилки, тонируем. Вот такой получается лист. С Пан Пастель, конечно, немножко проще работать. Ну, в принципе, приспособиться можно ко всему. Я даже пробовала как-то тоже губкой с красками работать. Тоже можно. Вот, берем немножко губки, отрезаем такой. И тоже собираем. Беру немножко. Сначала на бумажке распределяем, чтобы не было в каком-то месте прям
слишком много, в каком-то мало. И начинаем. Так. И начинаем вот так вот проходить. Ну вот. Что-то, видите, попало на поверхности. Краешек сломался у листа. Что-то. Вот. И у нас получились, видно вам, прожилки немножечко светлее, чем сам лист. Я даже оставлю вот как есть. Хотя можно, конечно, просто чуть-чуть пройтись, чтобы именно прожилки подчеркнуть. Так, вот. Ну и вот такие вот маленькие листья. Можно тоже. Сейчас попробуем. Видите? Проходим поверху, и получается, в прожилки наша краска, она не попадает. Что нам как раз таки и нужно. Единственное, если вот мы делаем здесь новую глину, то, конечно, лучше потом тоже ее пустить через вайнер, чтобы такие же прожилки были и на добавленном кусочке. И водичкой размыть. Тут я этого почему-то не сделала. Видимо, что-то меня отвлекло. И сейчас посмотрим, что тут можно сделать. Ну, думаю, уже вот такие листья могут получиться. Вот что можно получить с масляными красками. Сейчас мы должны это все высушить, а затем уже покрыть лаком. У меня вот таких вот жидкий лак такой. Это для корка. Написано на базисе акрила. Корка — это пробковые поверхности. И еще у меня такой жидкий акриловый лак, вот такой вот матовый, я купила в магазине Action. Покрасили мы эти листики, и вот хороший цвет получился. Чем мы закрепляем? Налила вот в эту баночку. Вот он такой вот матовый лак. Такой вот матовый лак, как молочко такое жидкое. Ну, как жидкое. Смотрите, как он. Обратите внимание, вот покрыла ягодки. И он такой легкий, такой маленький, легкий глянец дает, приятный. Интересный. Мне он нравится. Причем, чем он хорош, он создает на листе такую своеобразную пластичную поверхность, что очень даже нам хорошо. Вот я сейчас покрою просто сверху этим лаком и дам высохнуть. Получается такие. Можно покрывать шпрей такими специальными лаками. Можно вот, как я сейчас, таким. Можно 2 слоя. Ну, в принципе, меня 1 слой даже всегда устраивает. Видите, немножко краски снимается. Немножко пастель. Это у меня пробные такие. Этот я не думаю, что я буду куда-то его использовать. Но он у меня такой. Сейчас я тут вытру. Экспериментальный цвет здесь. И я его тоже покрашу, покрою немножко лаком. Посмотрим потом, вот когда высохнет, как это все будет. Вот. Лишнее лучше убрать, конечно, потому что когда остается эта капля, они высыхают, так и будет, как капля. Вот такой листик. Если слишком много тереть, конечно, можно эту пастель всю содрать. Поэтому нужно такими легкими движениями наносим
Но не трем на одном месте. Вот я сейчас там потерла, аж содрала слой. Вот так. Вот покрыли. И заднюю часть тоже. Краска защищена, и само холодный фарфор защищен. Тут у меня такие листики. Кстати, вот эти листики я делала. Сейчас покажу, что за молот у меня. Вот обратите внимание, если вот прям близко посмотреть, до чего такая интересная, мелкая и в то же время такая хорошая фактура. Такие классные прожилки. Ну вот, покрываем, в общем, и даем высыхать. Высыхает, кстати, тоже быстро. Где-то, я не знаю, ну, может, через часик. И сейчас, тем более, еще так тепло. Так что все очень быстренько сохнет. Вот, покрыли все. Убрали излишки. Маленькие лепесточки у меня тут. Я их так высушила, видите, они так и остаются согнутыми. Как важно, как мы придаем форму при сушке. Теперь сейчас уже вот, например, трудно что-то изменить. Вот такой вот он и будет, этот лепесток. Ну, это не страшно. Пусть будет такой. Листочку, если оставить, она потом просто как деревянная становится. Вот эта вот сама вот эта вот часть. Поэтому, конечно, лучше сразу ее опустить в воду. Или прям промыть и высушить. Или хотя бы просто в воду опустить. Вот. Вот тут тоже содрала уже слой. Ну, не страшно. Вот и все. Теперь даем высохнуть. Кстати, если один с другим ляжет рядом, то, как сказать, приклеиться прям может. И потом прямо не оторвешь. Так. Сейчас надо их немножко поднимать, чтобы они не приклеились к бумаге. Или на чем-то сушить. Можно такой какой-то каркасик сделать и на нем сушить. Все. Получился. Это тоже неплохой. Этот вот был желтенький. Их тоже можно для разнообразия пустить, потому что не всегда же все листья зеленые, правда? И поэтому не так страшно, если какие-то листы были, они были в основе вот желтые, сверху зеленым покрашены, то есть они уже устаревшие листики. Вот тут тоже более свежий листик. Ну, в общем-то, это покрытый лаком. Кстати, вот это я покрыла лаком спреем. Вот он тоже, хотя он матовый, но я, видать, слишком близко его держала, что он аж, или слишком много его получилось тут. Вот так высох. А это вот жидкий лак. Какой-то тут я тоже еще жидким красила, не помню, чтобы сравнить. Но мне, я говорю, ягодки очень устраивают, и в принципе вот это тоже почти высох, почти. Но я вот сразу показываю. Сейчас через час я еще раз покажу. Когда подсохнет. Все. Это замачиваем. Это в сторонку. Тут я решила просто для сравнения немножко листьев, сделала новые листья. И вот покроем их вот этим вот лаком. С голландского магазина, вот у нас тут такой магазинчик Action называется. И потом я, когда просохнут, я покажу, как они все выглядят и чем они отличаются. Он написано матовый, он действительно матовый, высыхает более матовым, чем предыдущий вот этот корковый лак, что мне очень понравилось в нем. И стоит он буквально, по-моему, Ора с чем-то, Ора 29, по-моему, не помню. Обратите внимание, с другой стороны листья я потом обработала немножечко более светлой краской, светло-зелененькой.
Можно краской масляной, можно панпас. Если же вы используете пастельные мелки, то я бы посоветовала лучше их использовать еще на сырых листьях до вайнера, до молда. Тогда пастель лучше закрепится. Обратите на это внимание, попробуйте. Обратите внимание, матовый лак, акриловый. Еще прошу обратить внимание, что вот я немножко слишком близко держу, распыляю лак. Лучше, конечно, 30-40 сантиметров. Иначе получается излишний блеск, хоть даже и лак матовый, все равно излишний блеск появляется, потому что слишком близкое расстояние. Извините, что качество видео хоть темное получилось видео у меня, вот это вот на улице. А здесь я уже собранный немножко листья покрою. Вот прошло время, листья высохли, немножко лишний блеск. А это вот цветочек тоже попробовала. Если немножко дальше держать, то посмотрите, как хорошо получается. Это лаком с спреем, который на улице. Ну вот, мои дорогие, наш мастер-класс подошел к концу. Хотелось бы просто обострить ваше внимание на паре пунктов. Вот я покрывала лаком для корка. Корк — это пробковая поверхность. Небольшой блеск присутствует, но тем не менее хорошо получается. Затем, если вы покрываете вот этот вот лак матовый, тоже жидкий матовый лак, я купила в магазине Action. Этот лак мне понравился тем, что он действительно оставляет матовую поверхность. Ну, у меня тут немножко брак в середине, но не обращайте внимания. Посмотрите, какая приятная матовая поверхность получается. Тем не менее, лист получил защитную пленку, что очень важно, и в то же время он остался немножко не таким слишком блестящим. Я, когда показывала вам лак-спрей, тоже матовый, я поднесла его настолько близко к листьям, что получился вот этот ненужный блеск. Если вы хотите этого избежать, то держите, как и написано на баллончике, баллончик держите на расстоянии 40 сантиметров от листа. Тогда не будет вот этой ненужной глянцевой поверхности. Вот такие вот веточки гортензии мы можем собрать с вами в одном из следующих видео. Я вам покажу, как можно разными способами укрепить листья на стволе. Если вам интересно, ну, следите за появлением моих новых видео. На этом я хочу закончить. Всем желаю большого-большого терпения, крепкого здоровья, чтобы все у вас было хорошо. До новых встреч. Пока-пока.